Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков наших любимых World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре легенда 4-го уровня, обычная, проходная, прокачиваемая ПТ САУ советская Су-76М. И чем же она такая легендарная, мы сегодня с вами разберемся, посмотрим, да. И, конечно же, уже по сложившейся традиции сразу предлагаю отправляться посмотреть, так сказать, бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наша сушечка. Ну и давайте по-быстренькому, что называется. 34, а это у нас, извините, 4-й левел. 34, 33, рубка 25, 10, маска 15, здесь 18, боковой 15, 10. Брони нет от слова совсем. Вас пробивают все и даже фугасами. Многие. Поэтому ну жуть. Погнали в ангар. Так, все, разобрались. Брони нету. И, соответственно, мы делаем с вами выводы, что это что? Правильно. Кустовая ПТ САУ. Без брони. Это никакая там не атакующая, не танкующая. Нет брони. Давайте смотреть основные модули. Значит, нам предлагается 3 пушки стоковые 4-го уровня, да. Предлагается 5-го, 110 альфа, но пробитие 78 основным и 120 с голдой, что не очень уже на 4-м уровне. Плюс заряжается 4,1 секунда, разброс такой себе 0,43 и время сведения на стойке 2,3 секунды. Нас, конечно, интересует это ПТ САУ и только с этой пушкой 57 мм ЗИС-2 6-го уровня. Да, альфа здесь меньше, 85, но пробитие основным снарядом 112, 189 на голде, 3,2 секунды заряжается на стойке, очень быстро. Общий ДПМ 1594. Точность на стоке 0,34, очень точная пушка, время сведения 1,7 секунды, просто кайф орудия. Именно этой пушкой славится эта ПТшка, и на ней катают просто так, даже спускаясь со старших левелов. Однозначно, поскольку мы ПТ САУ, тем более нам нужна дальность связи более лучшая, 520 метров против стока в 325, почти в 2 раза. Вот. Ну и чтобы менять позиции, подвижность также важна. Здесь 140 лошадей на этом движке, здесь у нас 170. Прирост ЕС процентов 12-15 фа. Нам важна подвижность на месте крутиться, это скорость поворота в градус в секунду. На топовой гусенице, она же ходовая, 42 градуса в секунду, на стоковой у нас 38, плюс 4 градуса в секунду, это тоже важно. Вот. По оборудованию я тут долго колдовал, выбирал и пришел к выводу, то есть я сыграл достаточно, несколько боев, да, на разном типе оборудования. Пришел к выводу, что, поскольку мы кустовая ПТ САУ, важна незаметность, это маск-сеть неподвижной машины. Раз уж мы маск-сеть берем, то априори берем для кустовой в неподвижном состоянии стереотрубы. Ну и чтобы еще сильнее улучшить нашу незаметность, мы берем, правильно, малошумную систему выхлопа. Все это в купе маск-сеть и малошубка нам дает к незаметности. Так, перк у нас не у всех, кстати, незаметность выкачана. Вот я экипаж просто со старшей ПТшки пересадил, со штурмовой. Но даже при учете, что у нас перк выкачан не у всех, у нас сейчас незаметность 40, почти 6% неподвижной машины и в движении 25. 46. Это невероятно много. Вот. По снарядам здесь все еще интереснее. У нас основной снаряд бронебойка с очень хорошим пробитием 112. Реально это ПТХ даже против 5-х левелов спокойно играется на основном типе снаряда. Голдовый снаряд у нас подкол, да, 189 бронепробития. Этим снарядом вы прошибаете
И четвертые, естественно, и пятые, и даже шестые левела вы будете пробивать. Вот. И плюс скорость полета невероятные 1238 метров в секунду. Это очень круто. По снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический, но я даже себе позволил поставить допаёк. Экипаж, 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу. Всем остальным что? Правильно, ремонт. Вторым перком боевое братство. Далее качайте, как показано в таблице. Вот, по пушке у нас минус 5, пушка не особо гнется. Ну, для кустовой ПТ, которая заняла позицию, не такой уж важный параметр на самом деле. По ХП не так уж и много, мы ПТ САУ, кустовая, без брони всего лишь 405. Вот. По мобильности 40, у нас нет турбины, ничего я не ставил, у нас 48 вперед, 12 назад, почти 16 лошадей на тонну. То есть мы гоняем достаточно прикольно и можем менять позиции внутри боя. По незаметности смотрели, по обзору 371 со штрафом, плюс 33, а если бы командир был перекачан на эту ПТшку на 100%, а это было бы 404 метра, что вполне себе неплохо. Давайте по минусам ПТ САУ. Он единственный, у нас нет брони. По подвижности это плюс, по незаметности это сумасшедший плюс. По пушке это, собственно, и делает эту ПТшку легендой песка, которая может дать серьезный отпор группе танков, а не одному даже, в принципе. Это КД, это общий ДПМ, это точность, это время сведения, это идеальное орудие. Так что всего лишь один минус. И именно благодаря таким оценкам плюсы и минусы танка, ПТ, САУ, другого класса техники мы с вами можем понять, имба ли это и не имба. Да, нет брони, но у нас хорошая незаметность, мы стоим в кустиках, на рогах, далеко видим, всех убиваем. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать за рычаги, подергать, посмотреть, какая это ПТшка в реальном бою в современном рендере. Погнали. Итак, попали на рудники, попали к третьим левелам. Останемся на балконе, на респе. У нас обзор ПТ САУ советской Су-76М, обзор боем. Насколько хорошая ПТшка, прокачиваемая. 4-й левел. У нас топовая пушка. Будем стрелять на приличное расстояние, поэтому включу голду, которая летит побыстрее, и пробитие сумасшедшее, чтобы бить в любую точку врагов. Мы на стереотрубах. Оп. Не знаю, будет тут кто-то высовываться. Так, эти проехали. Так. Ну. Есть пробитие.
Ну. Эх, не попали. Ну давай, перекатись еще разок. Вот, все. Отвоевался. Ну, расклад не в нашу сторону, да. Как-то я не попал. Очень интересно. Все очень плохо. Так. Ох, быка нам взорвали. Ну, тут уже враги поджались, союзники попались не очень хорошие, да. Но косарь мы успели влить, и это круто. Косарь мы влить успели. Да, бедный БТ-7. Один против всех. На своих фугасах. Да, ты его не особо не пробьешь. Да, все. Ангар. По-другому никак. Ну вот, в целом видели. Возможности на голде этой ПТ САУ, да, крутая. Предлагаю еще один бой, последний скатать на ней. Уже играть будем только Full ББ. Насколько годная данная ПТ САУ просто на ББшках. Посмотрим результаты боя. Как сыграла наша команда, как сыграли в целом мы. Я думаю, что мы заняли не последнее место по урону. Аж целое. О, чуть-чуть обогнали. На 5. Heads up. В топ-3. Все, едем на Full ББ. На голде кайфанули. Теперь помучаемся, так сказать, на обычных снарядах. Ой, сразу в бой засосало. Отлично. Так, карта, правда, не самая хорошая. Ну да ладно. Попали к пятеркам. Вот в этот раз честный бой, да. На имбовой ПТшке, пятеркам. Даже не знаю, играть ли. Ну давайте на ББхах против пятерок. Чисто поржать. На обзоре, насколько она хороша.
даже на ББ. Вот, есть КВ-1, если КВ-1 нам попадется на зуб, то мы, пожалуй, включим голду, если мы его увидим и будем от него отбиваться. Всех остальных будем царапать ББхами. О, уже началось. А мы на турбинке. Так, а у нас никого на мосту-то и нету. Да. Никого. Пока. Кто светить-то будет? Вот там деревья падают. Снарядов много, можно поблондить. Видите, какая перезарядка, как пулемет. Ну, где враги? Деревья-то падали. Интересно, попал в кого-нибудь вообще? Так, нас ждет интересный бой. Вот тут. Все. Разворачиваемся, готовимся. Есть пробитие. Конечно же. Есть. А вот и КВ бортом. Заныкались, кустик. Нормально мы их попылесосили. Ух, там у нас на направлении тяжи все плохо. Уходим. Уходим гнездовить себе быстро. Быстро.
очень быстро. Куда ж ты, Стюх, поехал? Господи. Ну все. 8-10. У нас еще и захват базы идет. Так смешно. Мы сейчас 900 настреляли на обычных снарядах. Еще и базу захватим, выиграем. Если эти не успеют дурачки вернуться. Ну что, косарь дали опять. Против пятерок. Да. Так что играется эта ПТХ. Она очень комфортная по орудию. По точности. По пробитию. И как видите, по пробитию даже на обычных снарядах. Не голдовых. Крузер приехал. Сбил захват. Убил. Так что мы еще стрелять и стрелять будем. Давай, давай, Стюх, отступай, дави на газ. Давай, газуй. Газульки. Уехал туда один воевать. Вот дает. Успеешь убежать-то? Ты гля, убежал. Там Матильда, может быть, голду лучше подрубить. А тут нам бугор мешает. Да, уже много мы тут не настреляем. Еще одного. Не, это бесполезно. С двух сторон. Да не, ну что ты сопротивляйся, уже сдавайся. ХП нету. 1 в 3 тут уже точно не вытащишь. Вот и все. Ну ладно, в любом случае 1155 настреляли, 384 насветили, сумма 1155, походу первое место по урону, сейчас глянем. И это в бою против пятых левелов. Играли full ББ. Вот так вот. Давайте посмотрим итоги боя. Мы сыграли как на голде, кайфанули, перестреляли практически всех, нормально урон нанесли. Также хорошо поиграли, кайфанули на ББшках. Да, эта ПТ САУ хоть не является премиальной. Нет, Черчилль нас причем существенно перестрелял. Но это Черчилль 3, прем-танк, тяжелый Черчилль, легенда, да. Куда нам до нее? Но в любом случае очень комфортная ПТ САУ, подвижная, с хорошей пушкой и все бла-бла-бла плюсы. Вот. Ребята, пишите свои комментарии, наверняка в ангаре держите, потому что на ней можно поиграть, покайфовать. Какое вы используете оборудование, я прям все на незаметность и на обзор. Все-таки без брони, кустовая была броня, можно было просветленку там поставить, еще что-то погадать. А для кустовой ПТ
Данное оборудование, на мой взгляд, маска. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.